Привет, я в Японии, стране, которая живет в будущем. Сегодня я покажу вам не просто туристические места, я покажу настоящую жизнь японцев, попробую традиционную еду и покажу вам целых 3 разных города – Токио, Киото и Осака. Окунитесь в атмосферу Японии вместе со мной. Ну а мы начинаем. Если что, я хотел начать влог совершенно по-другому. Я хорошо подготовился, я много всего изучил, хотел рассказывать еще, начиная с аэропорта. Но меня просто, меня захватывают какие-то эмоции. Не знаю, наверное, я что-то такое прям рассказывать вам буду с завтрашнего дня. Поражаюсь архитектуре, конечно. Очень все прикольно сделано. Креативность такая. Хочу мельком вам показать вообще, где мы живем. У нас будет 2 отеля в Токио, в Киото, на Наре и, наверное, на Фудзи. Просто так, чтобы, если вы вдруг захотите, вы могли тоже жить в этих отелях. Это никакая не реклама, это просто я так от себя могу показать. Первый отель в Токио, The Bones Hotel Tokyo. Джеймс Бонд. Тут, встречают электросамокаты, можно что-то брать. И вот так он выглядит у нас на первом этаже. Тут, еще крутая стиралка, которую я постирала и высушила у меня сразу, футболки с носками. Так. Вот так. И, не знаю, вот. Обычный отель. Самое жесткое, это, конечно же, это трон. Это, я не знаю, может быть, конечно, стоит записать вообще, что он делает, но я думаю, вы все наслышаны про подогрев вот этой. Вы поняли, чуваки. Это невозможно просто. Я боюсь его. Также в Японии очень странный выбор напитков и какой-то еды. К примеру, просто заходя в супермаркет, вы видите огромное количество напитков. Важно понимать, что они почти все без сахара. То есть я как любитель пробовать что-то новое, пытаюсь попробовать почти все чаи, и они все без сахара. Черный чай, он вообще со вкусом какой-то гари и табака. Сегодня я возьму себе что-то такое. Я не знаю, что это, я просто пробую и... Не знаю, в основном я тут пью воду, и вот такой напиток еще прикольный. Поэтому, кто будет, попробуйте. Просто все сладкое, все хочется попробовать. Это правда мое спасение. Я не знаю, что бы я без этого делал. Наличкой пользоваться очень тяжело. Особенно в каких-нибудь метро или просто продуктах. Это просто удобно, банально удобно. Поэтому, если у вас есть возможность сделать карту Visa любую вообще, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, вообще любую делайте, чуваки. Для путешествия это очень удобно. Поднялся на террасу нашего отеля. Вот такой вид. В этот раз мне повезло. Он хороший, поэтому... Сейчас время 7 утра. В Москве это час ночи. То есть у меня буквально просто перевернулся мой режим сна. Я серьезно встаю в это время. И я не знаю, как я буду, когда вернусь в Москву. Вообще немного забавно. Японцы, правда, почти что не путешествуют. То есть, если взять население в процентном соотношении, европейцы путешествуют 50 или 60% населения. У русских это 20% населения, у японцев это 10% населения. То есть они буквально сидят в своей стране, они не хотят никуда уезжать, потому что им тут комфортно, у них тут хорошая медицина, свежий воздух, чистые улицы, нет преступности, не воруют на улицах, и они тут просто работают, живут и наслаждаются жизнью. И я не помню, это вроде как называется синдром путешественника в Европу или что-то такое, когда японец, можно сказать, из своего маленького мирка, где все идеально, все круто и все прекрасно, хочет посмотреть мир и приезжает в ту же Европу, в какую-нибудь Францию, где грязно, воняет, воруют айфоны и паспорта, деньги на улицах, и они в этом всем не понимают, что вообще происходит, и, может быть, поэтому японцы не хотят куда-то уезжать из своей страны. Не знаю, это очень странно, как будто бы я, наоборот, хочу посмотреть вообще все страны, побывать где только можно, понятное дело, кроме Северной Кореи или, может быть, еще каких-то других стран. Это очень жестко. Я, когда узнал об этом, я вообще офигел. Также просто гуляя по городу, я вижу очень много велосипедов и не понимаю, где они паркуют свои машины, потому что, хорошо, велосипеды можно вот так поставить, хорошо, вот
Пятиэтажный дом, они поставили велосипеды. Наверное же у каждой семьи есть хотя бы одна машина. Где они все стоят, я не понимаю, потому что вот можно посчитать, сколько тут вокруг домов, и это единственная парковка, и на ней стоит типа 7 машин. Познакомился с мужиком на Макларене. Чел сказал, типа, сейчас меня прокатит, кружочек сделаю и запишу вам, как это вообще выглядит. Честно, чуть-чуть даже волнуюсь, пацаны. It's my first time on McLaren. Oh, really? Yeah. Can't really speed because Yeah, let's go, speed. no, we can't on the video. Ah, okay. Чуваки, это очень жестко. У него буквально идет огонь сзади. У меня вообще какие-то бешеные эмоции. Посмотрите, как тут красиво. Вау. Чуваки, меня укачало, если честно. Я в шоке. Меня буквально укачал. Он ехал типа по 250 и сказал, что... Короче, не нужно номера и лицо его показывать, но это просто вау. Короче, очень забавно. Мы подошли сейчас просто поинтересоваться в ламбе, чтобы, меня прокатили также за рекламу во влоге. И тип сказал, типа, сори, тут никто не катает. Типа, тут все коммерция. И он нам написал ценник в $1000, чтобы покататься 3 часа на машине. И, и как я вижу, тут реально катают людей. И я в шоке. Это очень тяжело, на самом деле, впервые разбираться. Мне кажется, туристы, когда приезжают в российское метро, с точно такими же лицами смотрят на все это. Это буквально самолет на рельсах. Он ездит 320 км в час. И если что, они ходят примерно каждые 3-5, может быть, максимум 10 минут во все города. И реально людей там очень много. Я сейчас вам это изнутри покажу. Я не понимаю, сколько нужно таких самолетов сделать, чтобы, так часто их возить. Короче, японцы реально впереди планеты всей, как и китайцы, в принципе. Проехали мы 450 километров за 2 часа на самолете на рельсах, и мы в Киото. Наш новый отель. Офигеть. Вау. Чуваки. А куда нас столько много? Сейчас, парни, вид из окна. А у нас что-то типа террасы. Да? Че? Прикольно. Очень мило, приятно. Здорово. Вот говорится. Еще ты зачем? Опять это... И какая-то ванна сидящая, смотрите. Thank you. Have a nice day. Ох, друзья. Мы приехали в старый Киото. Пока идем, тут сразу встречаются все самые такие старые домики. Этот город был столицей Японии около 1000 лет, и здесь жил
император, поэтому тут, в принципе, это все такое старенькое сохранилось, я не знаю, буквально, чтобы, наверное, почувствовать Японию, это нужно обязательно приезжать в Киото, потому что тут, можно сказать, самая такая японская Япония именно. Посмотрите просто, сколько людей, все фоткаются, эти красные балки. Я до конца не знаю, что они значат, но у них это считается таким священным. Я такое видел, наверное, только в видеоиграх либо каких-то фильмах. Вау. Мы прошли сейчас самое знаковое место, это где стоит вот тысячи таких штук. Это так называемые порталы, которые люди устанавливают. Я не знаю, тут куча каких-то надгробий, не знаю, это похоже на какое-то, не знаю, музейное кладбище. Я не знаю, как это назвать. Тут просто куча всего и какой-то свой необычный вайб. Зашли, короче, в какой-то магазинчик. Просто клеймут боксом. Его даже не воруют. Так кто тут будет воровать, всем пофиг. И вот я хочу поставить вот сюда. Вот. Архангельск. Мы, короче, так и не дошли до конца вот этих вот красных балок. У меня в наборах Лего такие были. Вот, и мы не дошли до конца, не поделали каких-то красивых фоток, мы куда-то свернули, вот, и идем сейчас просто по японской деревне в поисках еды. Круто, что у японцев так все, и, в принципе, я иду по дороге, тут все чисто, ну, ни одной, ни мусоринки, ни бумажечки, ни бутылочки, даже ни крышечки, даже ни хапчика от сигареты не валяется, чтобы вы понимали. Прозрачные зонтики стоят, то есть они не пользуются какими-то такими цветными зонтиками, в основном все прозрачные, чтобы, не знаю, не портить виду, наверное, или не знаю, честно. И самое крутое, что мне нравится вот вообще вот в этом всем, это то, что у них нету этих огромных 3-метровых заборов, то есть у них стоит просто машина, ничего не скрыто от глаз, ничего, то есть не искажает какие-то виды, и ты идешь, просто любуешься этой архитектурой, этими постройками, и это очень красиво выглядит, посмотрите. О. Вау. Мы пришли в очень странное такое заведение, где нужно снимать ботинки. Тут именно в ресторане сразу такой парк и очень тихо. Хотя рядом, где мы шли, было очень-очень много людей и очень-очень громко. Я пока тут нахожусь, я чувствую себя в другом буквально мире, как будто бы я на какой-то другой планете. Я сейчас еще вам покажу еду, вы вообще упадете. Тут просто плавают рыбы вот так вот под тобой. アダルトのセットメニューのスチームライス400円エキストラペイメニューバボールチェンジ or no change. Нам, короче, принесли какое-то яйцо. Сейчас я продегустирую с вами. Смотрите, как это просто... На самом деле, боюсь, как будто чуть-чуть даже. Это не яйцо, походу, как раньше съедал. Это водоросли. Я сказала, Эми. Это съедал, да, Да, крутое. Угу. А что такое патиссон? Я не знаю, что такое патиссон. Да я не уверена, что это патиссон, но это звучит и выглядит как патиссон. Просто послушайте. А вот это? А, это, кстати, перец я его не попробовала. Это то, что Перец мы сегодня с пряли. грядки вырывали? Да. Только зеленый, там косточки. Они острые или не острые? Заставили обувь снять. Я, в принципе, очень много ем, и обычно, когда я хожу в заведение, я, то есть, как будто бы не наедаюсь, а тут я наелся, и нам еще принесли такой десерт в виде японского флага. Сейчас давайте прям при вас дегустация. Я не знаю, что это, но опять же это очень вкусно. Если что, я узнал у официанта, этому заведению 60 лет. Я настоятельно рекомендую вам посетить это, потому что это очень вкусно. Я ставлю 10 баллов. Юдофу Сагано. Сагано. Yeah, thank you. Thank you. Кто будет в Киото, обязательно сюда заходите, без шуток. Это никакая не реклама, это буквально моя рекомендация. Это очень круто. Суба, братик! Хорошо. Кемпинг. Вот там, короче, Манки Парк. На Обезьянью гору поднялись.
Вон тут обезьяны стоят. Не надо мне, не надо, не надо, не надо. Она на меня прыгнула почти, чувак. Фу, у нее жопа грязная. Также еще обязательно зайдите в Россияма Бамбук парк. Тут очень много бамбука, я никогда столько в жизни не видел. Но проблема в том, что очень много людей. И ну тут в основном просто приходят все фоткаться и полюбоваться этим бамбуком. Еще он вот так забавно звучит. Такая пустая голова, короче. К сожалению, вот все это, такую красоту закрыли зачем-то это соломой. Не знаю, наверное, чтобы люди туда не приходили, но если смотреть вот так вот, то выглядит красиво. Поклонился. Бро! Да. Что ты делаешь? Ты можешь укусить. Да, очень вкусно. А он может укусить мои пальцы? Да. Ура. Собака там делает. Let's go, bro! Пошли! А, он не пойдет с нами. Оу. Вау. Вот печеньки, короче, продаются тут. Здорово. Я поняла тебя. Вау. А, она говорит, уходите. Все, я больше нет. Все. It's all. Аригато. Нет, что ты? Эй, брат. Это нормально вообще? Вы чё? Ты чё, братан? Ты не охренел? Смотри, он меня за штаны кусает. Да ты чё? А смотри, что он рогами делает. На Наре больше 1000 олень. Смотри, он, кстати, нашел. Меня сейчас всю одежду сгрызут буквально. Еще так получилось, что пошел дождь. И мы тут в 9 утра, поэтому народу не так много, но все равно. Посмотрите, сколько много, 300 там, кстати, это. Будьте аккуратнее с этими печеньками. Печеньки стоят 200 йен, это 100 рублей. Вот, и ты можешь кормить. Они тебе все кланяются, и это очень круто. Но с одеждой реально поаккуратнее, потому что меня всего буквально обкусали уже. Парни уже идут. Бежит. Здорово. Что ты, Бэмби и Бамблби? Какие у тебя уши классные. Они все сырые, блин, как они ходят? Смотрите, сколько там их сидит. Парни! Братан! Такой храм. Я не знаю, что это за храм, парни, сорян, я не подготовился. Рога. Давайте, парни. Все. Закончили. Честно, запах как в деревне на свиноферме какой-то. Очень пахнет какашками. Аригато. Кланяются. Пойдем. Еще один. Так на какой всякий случай? Побольше там есть. Вдруг это супер вкусный. Сладкий. Во. Ну и баклажан какой-то. Да вон. А, нашел? Не, не маленькая, не Давай быстрее, уходи. Ну просто возьми, да. Что, сладкий? Вкусный. Сладкий? Угу. Она настолько охуенная, что она разъебает. Ура!
буквально в самом тихом месте в центре Токио. Это и сад, и дворец императора Японии. В общем, тут не все можно фотографировать и снимать. Нам разрешили вот это сфоткать, поэтому я вам записываю видео отсюда. Тут просто очень красиво. Надеюсь, еще где-нибудь нам разрешат. Мы, если что, сюда был вход по паспорту. Нас проверяли, вот это все делали. Но я без паспорта был, я прошел по паспорту малому. Я не знаю, что тут за досмотр, но меня типа пустили каким-то образом. И тут очень много людей. И, короче, 5 делегаций, все на разном языке. И вот у нас английская делегация. Вот мы типа должны что-то слушать, но я вам снимаю видос. Зашел сейчас еще в Нинамару Гарден. Это сад при императорском дворце. Тут просто красиво, много людей. И если вы прислушаетесь, там, короче, тренируются какие-то типы. И они очень громко орут и бьют друг друга палками. Короче, я не знаю, красиво. И ну, ты буквально в самом центре Токио. Вокруг тебя небоскребы. А ты такой в парке типа гуляешь, и это прикольно. Возможно, что-то похожее в Нью-Йорке, но не знаю, я там не был еще. У меня теперь дикое желание просто изучить английский, чтобы я прям отлично мог разговаривать и вообще все понимать, потому что планы есть на Европу и много еще куда, и английский мне в этом очень хорошо поможет. Вот я, в принципе-то, вроде и нормально знаю и говорю, но все равно чувствуется, что хочется лучше. Вот, и посмотрите, кстати, прикол, что такой. Сидит дедушка, просто считает людей, которые переходят через перекресток. Новый день, новый город. Мы приехали в Осака. Очень забавно, что на машине из Киото ехать час, а мы доехали всего за 20 минут. Вот, получается, на таком поезде он едет где-то, не знаю, 150 или 200. Ну, короче, это типа метро, но между городами. Сейчас мы, получается, едем не в центр города, а в Universal Park. Это по типу Диснейленда, только в Осаке. И там, получается, а-ля другая вселенная. Тоже мультфильмов и всего такого. Поэтому сейчас тоже пару кадров покажу. Ну, а потом мы поедем в сам город. И вечером сам город очень красивый. Он такой неоновый весь. Я не могу вам этого не показать. Я в Хогвартсе просто, ну, тут от музыки до людей, тут продаются палочки, тут, я не знаю, просто меня выворачивает на эмоции какие-то. Я надеюсь, туда можно как-то внутрь хотя бы чуть-чуть попасть. Но это очень круто, чуваки. Я не знаю, но мне больше нравится. Посмотрите просто, сколько тут всего. И вот такой видок. Меня тут... Ой, sorry, please, sorry. Я какую-то японку по голове телефоном ударил. Ну и... Вау. Я буквально в этом фильме, это все вижу своими глазами. Тут очень много людей. Вообще русских никого нету. И... это очень круто, что я, не знаю, могу что угодно говорить, никто ничего не понимает, и, не знаю, у меня просто бешеные эмоции, чуваки, просто посмотрите, сколько тут людей. Мы в центре Осаки. Посмотрите, тут просто с 4 сторон. Все цветастое, все светится, все сделано, очень круто. Вау, тут просто тунец живой на улице лежит, вы понимаете вообще? Да, живой. Вы первая русская, кого мы встретили? Да. Вы даже просто учтите тот факт, что насколько тут много людей, и тут все равно чисто.
какой-то пацан. Прямо в центре Осаки есть такая речка. Клубника бомба, честно говоря. Здесь сколько всего. Просто посмотрите туда вдаль. Туда. Короче. Вау. Ну тут просто куча всего. Я не знаю, я готов тут все просто съесть. Тут все очень круто выглядит. Вы просто не представляете. Еще место вайбовое такое. Thank you. Мы буквально в японском раю просто. Потому что он не валяется, а японцы... Еще один факт массового туризма в Японию, это, конечно же, шопинг. Сюда все советуют ехать с пустыми чемоданами, и это правда, потому что на улицах города есть абсолютно все магазины, куча сэшек. У меня, конечно, не было такой цели, чтобы забиться по максимуму вещами, но тут, правда, некоторые позиции дешевле, тут они качественнее, и если это какая-то большая сумма, то такс-фри делают прямо на кассе, и не нужно с этим уже запариваться в будущем. Мы приехали на улицу, где очень много всяких разных магазинов. Короче, просто красиво, очень много людей, тут буквально улица забита людьми, и магазин Uniqlo, 12-этажное здание, и... Ну, хотя бы пойду для галочки пройдусь, может, что-то куплю. А так, не знаю, очень круто, очень много всего. Не знаю, у меня глаза разбегаются буквально. Чуваки, я бы тут в натуре все хотел. What the fuck? Ну, это мечта буквально. Сейчас посмотрим, что тут. Вот это, если что, 5 миллионов рублей стоит. Плюс также упал курс иены, то есть покупки стали еще выгоднее. Тут есть, получается, район, именно где буквально собрались все дорогие магазины от Balenciaga, ну и так далее, и так далее. Я походил, пооблизывался, это все круто, потому что в России у нас такого нету, и... Не знаю, это прикольно, для меня это какие-то новые эмоции. И поэтому в основном европейцы и американцы, и частично русские приезжают и устраивают буквально шоппинг-туры в Японии. У меня, конечно же, такой цели не было, поэтому я вам просто это покажу чуть-чуть. И отправимся дальше по городам. Я больше хочу посмотреть саму Японию, чем закупиться Balenciaga и не знать, что с этим сделать. Итак, следующая наша казарма уже в Токио. Буквально казарма, кстати. О, там, вау. Сначала быстренько пробежимся. Нормально. Вообще, кстати, прикольно. У нас огромный стол. Не знаю, давайте посмотрим, что ли. Опять же, двери, ну, чуваки, я не знаю. Посмотрите просто на высоту дверей. Ну, я не знаю, как так сделано. Но тут все двери такие, это тоже... Нас не пустили на самый верх, потому что там закончились билеты. Мы не купили их заранее, мы чуть-чуть тупанули. Мы спустились, чтобы посмотреть на самый оживленный перекресток в Токио. Каждый светофор тут проходит примерно 3000 человек. И сейчас мы на это посмотрим. Я, конечно, не пойду, я просто со стороны сниму эту мясорубку буквально. Но тут очень красиво и местами напоминает, наверное, Нью-Йорк какой-нибудь, хоть я там ни разу еще не был. Прикольно. Не знаю, меня очень забавит, как люди, как животные, как только загорается зеленый свет, все сразу же бегут фоткаться, все сразу же бегут снимать какие-то видосы, фоткаются со свадьбы. Тут именно буквально пришли в свадебном платье, чтобы сфотографироваться. Поражаюсь, сколько тут людей. Ведь если бы мы были бы вот на той теме, было бы на самом деле круто снять это сверху. 1 миллион человек проходит в день через этот перекресток. Но мне кажется, половина это просто ради фотографий сюда приходит. Мне этот чел дал посидеть в машине. Oh, he doesn't know. Yep. Take care with the taxi. Brilliant! Вау.
this is my car. This is my car, but I gotta tell you all something, all right? Do to people, anybody that you don't know, what you wish somebody did it to you, all right? So you give first and may receive it later in the future. Just be kind and be generous. I don't know him, he don't know me. Get inside the car, enjoy, take photos, videos, do whatever. Just respectfully. Чуваки, как мне выйти отсюда? У меня эмоции просто зашкаливают. Ну буквально, я давно такого не испытывал в жизни. Я правда, чуваки, путешествуйте. Мы просто подошли сфоткать машину, мужик показал свой инстаграм, и я сказал, типа, а могу ли я посидеть? И он говорит, да, конечно. Меня все фоткают. Просто посмотрите со всех сторон. А номера-то у него какие? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это посмотри! Если смотреть на архитектуру, то она, в принципе, вся разная. То есть дома не повторяются, как у нас строят какие-то муравейники и так далее. Тут, в принципе, в центральном районе 5-7-этажные здания, кроме, не знаю, каких-нибудь таких центров или вот такого. Мы тут приехали чуть-чуть детство вспомнить. Ну ладно, не вспомнить, я тут первый раз. Я в токийском Диснейленде. Я не знаю, меня переполняют эмоции. Вау! Я не знаю, непередаваемые эмоции реально. Стоит 6000 рублей сходить на Диснейленд, и тут довольно много народу, и то мы не в сезон. Я боюсь представить, когда тут цветение сакуры, мне кажется, тут вообще людей, не знаю как где. Такая елка, мы только, если что, начали, там замок уже вдалеке, чуваки. Вау! Я это смотрел, я просто, я чувствую себя в детстве вообще каком-то. Звездные войны, просто вот это. Это солдатики? Офигеть. Мы сейчас будем падать. Весь мокрый. 今さらコースを変えようったって間に合わねえぜ。Ну чё, парни, что могу сказать? В Диснейленде круто, на самом деле, кто бы что ни говорил. Мы прокатились далеко не на всех аттракционах. Купил чуть-чуть сувениров, подарю кому-нибудь. И 10 из 10 Диснейленд первый раз в жизни был, и очень все понравилось. Поэтому всем советую сходить, тем более, если вы в детстве смотрели эти мультики, потому что, ты ощущаешь себя, как будто бы ты в этом мультфильме, и это, не знаю, просто приятное чувство на душе. Я нисколько не жалею, что потратил деньги и приехал сюда, хотя много мне кто говорил, что это не так интересно, и вы зря потратите время и так далее. Вот, стоило это все 6000 рублей, но я уверен, что 2 аттракциона отбив, уже, получил те эмоции, за которые готов отдать такие деньги. Поэтому, не знаю, там круто, там кинотеатры, я не знаю, я уже настолько устал, я настолько много получил эмоций за этот Диснейленд, что уже не могу говорить, За нами, смотрите, что приехало. Я не знаю, что это за марка, но... Кончуа. У нас ничего нету. Япония славится своим дорогим такси. Вот это мы как будто заказали нормально. Вот едем в такси, женщина в маске, в перчатках. Она очень аккуратно ведет. Если кто не понял, у нас тут левостороннее движение. Какой-то район вот там, так. Вот вроде сколько раз я говорил, что Япония это очень чистый город, но иногда именно в центре встречаются вот такое. Я вообще не ожидал это увидеть, если честно. Но они, видимо, просто скидали, чтобы когда-то убрать. А так как я знаю, они мусор убирают
каждую ночь вообще. То есть каждый раз улицы чистятся от всего этого. Мы сейчас купили 300 грамм мяса за 15 тысяч рублей. Официант встал на колено перед нами, рассказал про ресторан, что они там сколько-то уже куча лет занимаются именно этим мясом, что к ним много людей уже приходило, это все пробовали. Это очень дорого, правда, но мне кажется, вот именно такое настоящее вагю я, наверное, никогда бы и не попробовал. Где, как не в путешествиях, пробовать что-то новое. История ресторана даже. Ну, выглядит очень круто. Окей. Хочешь рассказывать, типа, как есть он? Ребят, 15 тысяч рублей, вот. Нам вроде как от шефа дали такой десертик. Это национальный десерт японский. Я не знаю, что это, но внутри мороженое. Ну, он тоже очень вкусный. Может, сдадим обратно, деньги заберем. Ну, это частично правда. Он правда тает во рту. И он правда очень вкусный. Но как будто соли не хватает. Я бы дал максимум, как будто бы 1007-8 максимум. Ну, чуваки, ну тут больше, наверное, История? про историю и про... Вы же знаете, как изготовляется вообще, что там эту корову кормят годами вообще. Ну и, конечно, запить кока-колой бесплатно. Тут вообще другой васаби. Реально, вот в России сколько раз пробовал в тех же сушах. Ну что, понравилось? Ну теперь по пятерке скинули мне быстро. Хочу поделиться с вами впечатлениями. Эмоции просто, не знаю, зашкаливают, потому что я как будто бы прожил тут месяц, потому что для меня время длилось очень долго, тем более я просыпался в 8 утра, мы ложились очень поздно. И, короче, каждый день был очень насыщенный, и поэтому мне показалось, что я тут очень уже долго, я уже настолько ко всему тут привык, что, я не знаю, я уже в метро легко езжу, ориентируюсь вообще легко, уже магазины, не магазин, короче, уже все примерно знаю, понимаю, и мне Япония очень нравится, я бы тут как будто бы даже смог бы жить, если бы там, не знаю, было бы какое-то дело. Хочу подметить несколько фактов, которые я заметил в Японии, которые отличаются от России или СНГ. И, наверное, первый факт — это на улицах нет бездомных животных. То есть в Японии с этим очень все строго. Ты тут вообще не встретишь бродячих кошек, бродячих собак или еще кого-то, каких-то крыс. Тут такого вообще нету. Тут получается, чтобы завести домашнее животное, тебе нужно сдать кучу бумаг, кучу всяких анкет и так далее. Вообще доказать, что ты способен содержать это животное. Поэтому я считаю это правильно на самом деле. Второе. Тут свежий воздух даже в Токио. Казалось бы, очень много машин, очень много людей, инфраструктуры и так далее. Но я вот стою на крыше, ну, я чувствую этот свежий воздух. В Москве вообще не так. Это, возможно, можно сравнить с тем, вот, как я был в горах в Сочи или в Казахстане. Примерно такой же воздух, хотя я просто в огромном мегаполисе. Третий пункт — это машины. Казалось бы, такой огромный город, но должно быть куча машин, все должно пищать, звонить, это шумно, но вообще нет. Японцы пользуются велосипедами и ходят пешком. У них очень развито метро, общественный транспорт, и как будто бы даже машина тут и не нужна, если не путешествовать там по разным городам, хотя и это тоже, там этот Сапсан каждые 3 минуты ходит в другие города. Еще момент, очень для меня, возможно, непонятный, это вечный культ улыбки, здороваться, улыбаться, вот это, аригато займас. Вот это очень странно, как будто бы их заставляют это делать, но как будто бы они с детства к этому привыкли. Короче, для меня это правда очень странно, потому что у нас это просто поздороваться за руку где-нибудь в России, а у них с этим как-то все так необычно, не знаю. Следующий пункт, который я хочу отметить, это то, что японцы очень тихие. Если, например, японец едет в общественном транспорте, и ему нужно срочно поговорить по телефону, он выходит на остановке для того, чтобы не отвлекать людей, которые едут в общественном транспорте, будь то автобус или метро. Они не поднимут голос никогда вообще. Ну, для меня, мне кажется, у меня вообще звонкий голос, я везде кричу, ору. И на меня так все смотрели иногда, и я понимал, что у них это не принято. Все разговаривают тихо, и никто там как-то ни слова, ничего не сделал. Это безумно крутой город, я в него влюбился по-настоящему, я очень хочу сюда приехать еще раз. Макдональдс говно, вообще невкусное, чуваки. Я сходил туда 2 раза, я даже дал шанс второй Макдональдсу. Говно полное. Я не знаю, ну, мне просто не нравится. Это ужасно. Что котлета, что булка, что еще что-то. В России вкусная точка лучше. Ой. Короче, Японии я хочу поставить
Бля, наверное, 10 из 10, сори. Я не могу, у меня бесконечно крутые эмоции. Блин, это реально первое мое видео на ютубе, прикиньте. Очень хочу, чтобы было много просмотров, чтобы вы поставили много лайков. Это меня подбодрит снимать следующую часть с другой стороны. Вообще оцените формат. Я 6 лет снимал видео про самокат, и это мое первое видео, где я один не катаюсь на самокате в другой стране. И, ну, не знаю, просто что-то новое от меня вы видите. Я потратил очень много денег. Большое спасибо, кто досмотрел до конца. Это очень много для меня значит. Спасибо, Япония. Спасибо Рамстрой, что я пожил вместе с ними. Очень крутая страна, чуваки. Я не перестаю любоваться. Просто посмотрите, я вас так прям заберу. Просто вот посмотрите, вот у бабушки вот так вот растет просто. Посмотрите просто вот это вот. Буквально сад на крыше просто у кого-то. Сам город. И это я еще не в центре. Вот вы просто идете, и это просто, в каком-то дворе находится. То есть, вот висит. Можно будет скоро скушать. Растут мелкие мандаринки. Я, к сожалению, не знаю, что это. Но просто посмотрите на это. Ой, там что-то какие-то золотые ступеньки. Ладно, я туда не буду заходить. А вот нужно поклониться, давайте. Вот так вот. Обязательно, если будет возможность, сюда приезжайте и наслаждайтесь. Это очень круто. Я не знаю, многие говорят, что Япония это одна из самых крутых стран для посещения, и якобы после Японии уже не будет таких больших эмоций от путешествий по другим странам. Я, конечно, не знаю, я хоть и много где был, но и много где еще и не был. Поэтому не знаю, конечно, но Япония очень крутая страна. Поэтому большое спасибо, что вы со мной смотрели это. Бай-бай.